Иртыш– это одна из самых длинных и значимых рек в Казахстане. И не только. Она проникает в сердце Восточной Сибири и проходит через 3 государства – Китай, Казахстан и Россию. Сегодня мы расскажем о ее уникальной географии, гидрологии и важности для экологии и экономики региона. Иртыш берет начало на высоте около 2500 метров в горах Алтая в Китае, в районе озера Зайсан. Исток Иртыша – это одна из самых живописных частей реки. Из Китая Иртыш пересекает границу с Казахстаном и устремляется на запад. Пройдя около 1700 километров по территории Казахстана, река продолжается в Россию, где соединяется с рекой Обь, а затем впадает в Карское море. На территории Казахстана Иртыш проходит через крупные города, такие как Семей и Павлодар, и служит важной водной артерией для местных жителей и экономики. В общей сложности длина Иртыша составляет около 4248 километров, что делает его одной из самых длинных рек в мире. Иртыш удивителен своим разнообразием природных ландшафтов. В верховьях, в Китае, река протекает через горы Алтая, формируя быстрые и чистые потоки. Затем, войдя в Казахстан, она течет через бескрайние степи и полупустыни восточного Казахстана. На пути к Павлодару Иртыш протекает через степные районы, где его воды питают сельскохозяйственные угодья. В некоторых местах река разделяется на рукава, создавая живописные заливные луга и острова. Одной из важных географических точек на маршруте Иртыша является озеро Зайсан, крупнейшее озеро восточного Казахстана, через которое проходит река. Озеро является природным резервуаром, которое оказывает огромное влияние на водный баланс Иртыша. Иртыш – мощная река с сезонными колебаниями уровня воды. Водный режим реки Иртыш – это типичный пример равнинной реки, где поводки и половодья происходят весной и летом, когда тает снег в горах Алтая. Максимальный уровень воды наблюдается в мае и июне, что обусловлено интенсивным таянием ледников и снегов. Среднегодовой расход воды на территории Казахстана в районе Семей достигает около 1000 кубометров в секунду. Однако летом уровень воды может резко увеличиться из-за поводков. В связи с этим вдоль реки построены водохранилища для регулирования стока. На Иртыше построены 3 крупных водохранилища – Бухтарминское, Усть-Каменогорское и Шульбинское. Они не только регулируют водный сток и предотвращают наводнения, но и являются важными источниками гидроэнергетики. Иртыш – это не только водный ресурс для людей, но и дом для множества видов животных и растений. Река богата рыбой, такой как сазан, судак и щука, что делает ее важным источником рыболовства для местных жителей. Однако с развитием промышленности вдоль реки, особенно в районах крупных городов, таких как Павлодар, возникают серьезные экологические проблемы. Загрязнение воды промышленными отходами и сброс сточных вод стали важной проблемой, требующей внимания. Экологические организации уже несколько лет борются за сохранение чистоты реки. Иртыш – это не только важный природный ресурс, но и экономический драйвер региона. Судоходство по Иртышу является важной транспортной артерией для перевозки грузов, особенно в период летней навигации. Река связывает промышленные города Казахстана с российскими и китайскими рынками. Также река Иртыш играет важную роль в сельском хозяйстве региона, обеспечивая орошение полей. Без Иртыша было бы невозможно поддерживать высокую продуктивность сельского хозяйства в этих засушливых районах. Иртыш – это не просто река, это артерия, которая связывает страны, культуры и экосистемы. Для Казахстана Иртыш имеет особое значение как источник жизни, энергии и благосостояния. Но будущее реки зависит от нашего отношения к ней. Защита и рациональное использование водных ресурсов Иртыша – это наш вклад в будущее.
Что вы думаете о будущем реки Иртыш? Как вы считаете, какие меры нужно принять для сохранения этой уникальной водной артерии?